Уже, наверное, на протяжении 60, а то и 70 лет у многих людей детство ассоциируется с таким словом, как мультфильм или мультик. Я тоже отношусь к этим людям и даже при этом сам занимался немного анимацией. В этом есть свой прикол – наделять нарисованного тобой персонажа движениями и видеть, как под твоим контролем он оживает. Год назад я впервые услышал о таком фестивале анимационного кино, как «Бессонница». Это некий Burning Man на минималках, где на больших экранах, расположенных в полях, крутят анимационные ленты разных авторов. Я задался целью побывать на таком ивенте. Для меня было в новинку вообще посетить какой-то фестиваль и жить в палатке. Но в этом мне помог мой друг, который решил со мной поехать в последний момент, за что ему очень благодарен. Добирались мы на электричке до Калуги, которая была забита пассажирами, среди которых были такие же ребята, как и мы. После электрички еще 1,5 часа на автобусе и на десерт еще 2,5 километра пешком до самого фестиваля. Урок сделай, привет. Попав на территорию, я себя начал ловить на мысли, что я нахожусь в какой-то видеоигре, где я исследую территорию огромного лагеря, знаете, некая смесь городка Джексона из The Last of Us 2 и лагерем в Red Dead Redemption 2. Приехали мы ближе к вечеру, расположили свой сейф-хаус и пошли исследовать территорию, на которой вначале успели встретить наших друзей. Так как я не знал, что вообще из себя представляет фестиваль, потому что я хотел полностью прочувствовать атмосферу именно там, а не по фото и видео, я начал все глубже осознавать себя как персонажа, который приехал сюда с какой-то миссией. И я понял, что эта миссия — это небольшая документалка, которую вы сейчас смотрите. Я изначально ехал потусить, даже несмотря на то, что я брал с собой камеру, я не планировал все время вести съемку, но моя профдеформация в виде неумения отдыхать, когда рядом есть камера, дала о себе знать. В воздухе царила поистине ненапряжная обстановка. Вот я почувствовал себя здесь, будто я в своей тарелке. Люди занимаются абсолютно разными делами. Кто-то играет на музыкальных инструментах, кто-то просто бродит, а кто-то что-то продает. Причем их мерч в моменте мог быть полезным. К примеру, ночью здесь реально холодно, температура падала до 10 градусов, и какие-нибудь шерстяные туники реально выручали. Или же панамки на случай, если вы забыли свою, могла спасти вас от знойного дневного солнца. Но для этого каджиту необходимо заплатить. С каждой минутой становилось все темнее, и люди вешали на себя различные гирлянды в качестве опознавательных знаков, чтобы на дороге случайно не столкнуться друг с другом. Ну и плюс это в целом выглядит прикольно. Кто-то в этот момент тоже заезжал, кто-то грелся у костра со своим пёселем, а кто-то рассказывал о своих снах группе людей у одного большого костра. Что было еще приятно, так это разнообразная и недорогая еда. Голодным тут точно никто не останется, а так как площадь фестиваля огромна, то и с лишним весом вы точно не уедете. С наступлением темноты этот город погружается в мир анимационного кино. В принципе, это то, ради чего я приехал. Но признаюсь честно, здесь было настолько всего много, что сидеть на месте просто не хотелось. Строили и наконец построили! Дальше я обнаружил небольшую пещеру, где посетители играли в настольные игры, что тоже, знаете, является некого рода квестом. Люди устраивались как могли на поле для просмотра, кто-то даже засыпал в своем спальном мешке. Je vois plus beau que mon papa. Papy, il dit que mon papa, il est redevenu un con de pauvre et un sans-nom que j'irai plus aussi.
Вышка с проектором напоминала треног из фильма «Война миров», которых будто перепрограммировали, чтобы они несли людям развлечения, а не разрушения. Сейчас уходим в магазин. Мама учит меня делать покупки. И казалось бы, что ты начинаешь привыкать к атмосфере, как вдруг начал постепенно спускаться туман и добавил еще больше волшебства и мистики в эту ночь. На рассвете я все же смог себя заставить выползти из теплого спального мешка, чтобы поснимать утреннюю красоту. В это время было очень холодно, и соседи по палатке с удовольствием согласились меня приютить возле костра. И даже угостили маршмеллоу. Мы тусили на каком-то фестивале, и была даже там типа ты пришел, а там компания друзья. Все в одном лагере. Я под утро уже был в таком состоянии, когда я с легкостью вошел в посторонний лагерь и ошибся адресом. Сел, и чуваки такие как бы восприняли как нормально, само собой разумеющееся. И через некоторое время я начал понимать, что я сижу у посторонних людей вообще. А я прям сел на коронное место, вот так вот, знаешь. Это самое. И что-то вот говорю, потом такой, и я понимаю, что, я вообще у других людей. Да, и я такой, знаешь, недолго думаю, так же слился. Я такой, я сейчас что-то там, я отойду сейчас, там, типа, а сам ухожу, прохожу 100 метров, мои сидят. Нормально у меня приключение было. Люди после ночных посиделок постепенно расходились по своим палаткам на отдых, а где-то до сих пор доносилась музыка. Будто у некоторых людей и вправду была бессонница. Ну что, проснулись? После бессонницы. Несмотря на то, что я пошел полежать, я так толком и не уснул из-за громкой музыки в округе. Поэтому я прошел бродить дальше в поиске завтрака. Вот этот сувенирный стакан, кстати, продавали за 200 рублей. Ты мог его вернуть обратно в течение фестиваля и получить 150 рублей, а 50 удерживалось за аренду. Еще в копилочку погружения в атмосферу является стенд в инфоцентре, где можно найти карту для перемещения, а также разные интересные заметки, по которым ты мог найти человека и, например, с ним познакомиться. После завтрака я продолжил исследовать территорию и открыл для себя полноценные лесные поселения со своим бытом и правилами. Складывается ощущение, будто тут люди живут годами. Тут и название лагеря, и даже название улиц есть. Очередным открытием для меня стал тот факт, что днем здесь проводятся различные мастер-классы, направленные как на детей, так и на взрослых. Место найдется каждому. Можно побывать как на уроках йоги и попробовать различные парные упражнения,
а можно посетить лекции по психологии и прочим образовательным направлениям. Так что в свою очередь я могу сказать, что это не просто фестиваль анимационного кино, это еще и познавательная площадка, которая никого не оставит равнодушным. Кажется, что людям здесь... анимация — это не причина, почему сюда приезжают. Мы играем. Мы вместе здесь создаем один большой фестиваль. Как в старые добрые времена, когда Амур не слабил. И в такой момент понимаешь, что анимационное кино здесь как элемент вознаграждения за посещенные образовательные занятия. Конечно, здесь есть и те, кто просто тусит у себя в кемпинге и выпивает, но все же многие пользуются возможностью обогатиться знаниями, а затем расслабиться вечером за просмотром мультфильмов со стаканом глинтвейна в руке. Причем здесь есть мультипликация как для взрослых, так и для детей. Ходишь в такие локации, как будто переходишь из одной вселенной в другую. Классно. Ну, ей вообще ничего не нравится. Фестиваль старается придерживаться отказа от одноразовой посуды. Опять же, благодаря волонтерам, которые следили за всем этим. Я лично волонтерю первый раз, но у меня достаточно богатый опыт всяких таких дел. Я вот уже понял, что мне гораздо интереснее именно быть волонтером на фестивале, потому что быть просто посетителем — это не видеть 60% того, что в действительности здесь происходит. Здесь все чисто и не страшно, например, ребенка отпустить никуда далеко. Сразу понимаешь, что он найдется, что если что, помогут. И все дружелюбные, нет никаких пьяных, которые могли бы какую-то опасность представлять. В общем, здорово, позитивно. Сначала долго искали место, потом нашли и подумали, что встали очень удачно. Напротив было написано «кинобар», но думали, будет кино, бар, наверное, тихо. Потом мы перевстали далеко, и теперь нам стало хорошо. После обеда на поле состоялся огромный парад из участников в разных костюмах. Абсолютно разных. Все сопровождалось кричалками и игре на музыкальных инструментах. И это было круто. Но самой вишенкой на торте для меня стал один человек, который, знаете, напоминает такого персонажа в видеоигре, где он ходит по улице и на него никто не обращает внимания, кроме главного героя. Как в Red Dead Redemption 2, где один NPC ищет некого Гевина и просит помочь его найти. Так и этот человек просто ходил по полю и пел песни, чтобы поддерживать настроение окружающих, не требуя ничего взамен. И в глаза твои я загляну хорошо. Сердце к сердцу тянется, вот такой денек. Пусть всегда нам светится счастье огонек. Солнце я ладони протяну, ветру озорному подмигну, и в глаза твои я загляну хорошо. Скажите, откуда столько жизнерадостности у вас? Погода хорошая, настроение бодрое, надо поднимать. Желаю всем здоровья, счастья, любви. Вы уже здесь какой день? Я 6 числа здесь. 6 числа? Вы каждый день поете? Ну, когда есть свободное время. А чем вы тут занимаетесь обычно? Ну, вот локус строили. Вот. Выходите туда, очень интересно там. Классно. Да. Супер, классно поете. Спасибо большое за настроение. Вам спасибо. Говоря об анимации, хотелось бы упомянуть людей, которые работают в этой сфере. Я смог поймать некоторых из них в аниматорском лагере, где они сказали мне пару слов. Анимация – это любовь, это вдохновение, это счастье, это
возможность иметь самую лучшую профессию и работу на свете. Есть такая штука, которая называется фазовка, и многие считают ее достаточно нудной, то есть это, грубо говоря, ты создал 2 основных кадра, как человек в одной позе, как он приходит в другую позу, вот, и то, что между, это нужно профазовать, и вроде как бы это очень скучно, но на самом деле это супер творческий момент. Вот у вас есть жена, какая ее часть для вас не имеет цены? Более ценна, чем другая, я не знаю. Это такая, цельная вещь. Цельная. Там нет ничего неважного. На Бессоннице есть анимационный лагерь. Проходят мастер-классы, которые ведут маститые режиссеры, художники-постановщики. Супер масштабное мероприятие, потому что я никогда на Бессоннице не видела такого количества людей. Начинающий аниматор может прийти, все это послушать, впитывать, учиться. Многие студенты отправляют свои фильмы на Бессонницу и на сразу несколько фестивалей. Вот, и каждый студент проходит вот эти круги фестивальные. Хороший аниматор становится не меньше 8 лет опыта работы. Начинать с азов, то есть не игнорировать абсолютно никакие правила. Человек должен быть насмотренным, то есть много смотреть мультфильмов, много читать книг, литературы. Терпение. А талант вещь наживная. Это, как говорится, зависит от человека. Могу сказать только одно, что фильм никогда не бывает умнее и лучше, чем сам его автор. Поэтому автору надо постараться поумнеть и быть интересным для окружающих. Тогда его фильмы будут интересны зрителям. Вот на этих интервью у меня и закончились флешки, потому что я не думал, что буду так много снимать. Но это не помешало мне воспользоваться телефоном и делать фотографии очередного утра на фестивале. В этот день мы уезжали, и нам предстоял долгий тяжелый путь, как нам казалось. Но однако нам повезло, и нас любезно согласилась подвезти подруга друзей, за что мы ей очень благодарны. Кстати, тут тоже был, знаете, некий квест, где нам по записке нужно было найти ее машину на парковке. А парковка там очень большая. Я выполнил свою миссию на фестивале, я получил огромное удовольствие за 2 дня, проведенных там, и смело могу рекомендовать ехать туда, даже если вы не поклонник мультипликации. Потому что атмосфера, природа, чистый воздух, активности, которые там проходят, и люди делают свое дело. Я с удовольствием поеду и в следующем году, но думаю уже без камеры, чтобы еще глубже погрузиться в это приключение.